Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, вы найдете для себя что-то интересное. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, с такой палитрой уже работали, ну и с новым узорчиком. Итак, новички. Кто еще не знаком с данными ниточками, смотрите, называются они Alize, Angora Gold, Симли. Симли блестящие, значит. Идем дальше. Моточки по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Видите? Металлическая такая цветная ниточка. Идем дальше. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Сразу, пока не забыла, называют цвет. Цвет 27. На камеру передается такой, какой он есть на самом деле. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. То есть вот мой крючок. Так, сейчас сфокусируется. Вы, в свою очередь, берете такую пряжу, другую пряжу, любую пряжу, какая у вас есть. Зимняя, демисезонная, летняя. Узорчики все универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Возможно, из вашей пряжи узорчик будет смотреться намного выигрышнее. Самое главное – подобрать правильно крючок. Точно так же читаете инструкцию, нотацию к своей пряже и подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, к сегодняшнему узорчику я прикладываю схемку. Схемка хорошего качества, читабельная, вы все поймете. Кто уже работает со схемками, работайте самостоятельно. Кто не умеет еще пока работать со схемками, то смотрите за руками, повторяйте, но обязательно смотрите на схемку. Мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается на схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно быстро работать с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте, например, я наберу 4 раппорта, например, да, 32 воздушные петельки и еще дополнительно одну, чтобы узорчик ровно закончился. Итого я буду набирать 33 воздушные петельки, ну а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем, а вот теперь набираем 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрим на схемку. Нам здесь предлагают провязать целый ряд столбиками без накида. Делаем воздушную петельку. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Столбик без накида. По порядку шагаем в следующую петельку, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Столбик без накида. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки, провязываем столбик без накида. Лишнего не провязываем, ничего не пропускаем, сами себя контролируем. Количество столбиков по итогу получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Я набрала 33, значит у меня будет 33 столбика. Угу. И вот у вас такие вот аккуратненькие маленькие столбики получаются. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. Идем дальше по узорчику. Для начала опять воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Дальше смотрите внимательно. Идем по порядку. Следующий столбик, второй. Тоже столбик без накида. Следующий по порядку столбик, третий. Столбик без накида. Так, 3 столбика без накида.
Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем один столбик и в следующий сделали накид и провязали столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Один столбик опять пропускаем и в следующий провязываем столбик без накида. Есть. Вот видите, что получается. И идем по порядку. Считаем, это первый столбик. По порядку идем. Второй столбик без накида. Третий. Четвертый. И пятый. Провязали 5 столбиков без накида. Дальше повторяем. Делаем опять воздушные петельки, столбик с накидом, воздушные петельки. 2 воздушные петельки. Раз, два. Один столбик пропустили, в следующий провязали столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Столбик один пропустили и со следующего провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Все, поняли, да? И вот так вот шагаем до конца ряда. Меняем столбики без накида, воздушные петельки, столбик с накидом, воздушные петельки. Опять столбики без накида и шагаем опять. Воздушные петельки, столбик с накидом и так далее, и так далее. Поняли, да? Все, несложно, схемка перед вами. Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали с вами практически до конца ряда. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть у нас будет 3 столбика без накида. Итак, первый, второй столбик, а третий провязываем. Вот, помните, петелька подъема у нас была в предыдущем ряду. Вот в петельку подъема нырнули аккуратненько и провязали столбик без накида. Все, ряд закончен. Дальше, смотрите, делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 накида. И теперь будем работать вот с нашим столбиком с накидом. Смотрите. Захватываем столбик вот таким образом. Сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем все наши петельки по 2. 2, 2, 2. Это рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Дальше смотрите внимательно, что делаем. Накид. Возвращаемся вот в нашу арочку за столбиком. Видите? Вот таким вот образом. Беремся за нашу арочку и в эту арочку провязываем столбик с накидом, с одним накидом. 2, 2. Накид. В центральный вот наш столбик провязываем тоже за верхушечку столбик с накидом. Так. И в следующую арочку из воздушных петелек еще один столбик с накидом. Итого у нас 3 столбика с одним накидом. Так. Первый рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Теперь делаем 2 накида. И опять возвращаемся вот к нашему столбику центральному. Смотрите, вот так вот захватываем его. Оп, видите, опять столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Еще один рельефный лицевой столбик с 2 накидами. За счет рельефа узорчик будет очень выгодно смотреться, выигрышно. Итак, дальше идем. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас было 5 столбиков, раз, два, три, 4, 5, отсчитываем третий. Раз, два, три. И в третий провязываем столбик без накида. Дальше идет повторение. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Переключаемся на наш столбик. Вот он, столбик с накидом. Делаем из него рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Раз, два. Захватили вот таким вот образом столбик. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Затем возвращаемся в нашу первую арочку. Так. Вот, в первую арочку вернулись. Провязываем столбик с накидом. Раз. Верхушку самого столбика 2,
И в следующую арочку 3. Дальше опять 2 накида. Возвращаемся вот к этому нашему центральному столбику. Рельефный лицевой столбик провязываем с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такая картина у нас получается. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И отсчитываем 1, 2, 3, третий столбик и провязываем столбик без накида. Давайте самостоятельно до конца ряда сами, а то мне тут шумят. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши вот такие интересные веерочки объемные. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы сделали, получается, после наших столбиков 3 воздушные петельки и присоединяемся к последнему столбику. Помните, 1, 2, 3. К третьему столбику присоединяемся столбиком без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого 5 воздушных петелек. Теперь переключаемся вот на наши, получается, столбики, которые формировали такой веерочек. И за верхушку каждого столбика провязываем столбик без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И тут будьте внимательны. Для того, чтобы нам сохранить рельефность, то есть мы в предыдущем ряду рельефные столбики провязывали лицевыми, да? Значит, в этом ряду, в изнаночном, они у нас будут изнаночные. Как мы это делаем? Накид. Захватываем столбик вот таким образом, спереди назад. У нас получается столбик за крючком, видите? Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Угу, это несложно. 2 воздушные петельки. 1, 2. Опять переключаемся на наш веерочек. И за верхушку каждого столбика провязываем столбик без накида. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и 5. Угу. Мы, как бы видите, выравниваем наш ряд. То есть до этого он у нас был, видите, какой волнистый, да? Теперь у нас будет ровненький. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И помним, что здесь у нас столбики рельефные, изнаночные. Захватываем столбик вот таким вот образом. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Все. И вот так вот шагайте до конца ряда. Не сложно, не сложно. Схемка перед вами. Давайте в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд, выровняли, да, его получается, он у нас ровненький. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали последние 5 столбиков без накида. Дальше у нас идут, получается, 2 воздушные петельки, накид. И в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Вот в эту арочку, получается, из 2 воздушных петелек нырнули, провязали столбик с накидом. А дальше делаем 2 накида. 1, 2. И возвращаемся вот к этому первому столбику, да, и захватываем его сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на наши 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся к третьему и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять присоединяемся вот к нашему столбику. Да, у нас рельефный. Видите, с этой стороны он выглядит как рельефный лицевой. Мы делаем 2 накида. Захватываем столбик сзади наперед. Вот таким вот образом. Столбик перед крючком. И провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Дальше, смотрите, провязываем за первую арочку столбик с накидом. За верхушку вот этого центрального столбика провязываем столбик с накидом.
За вторую арочку провязываем столбик с накидом. И опять делаем 2 накида и возвращаемся вот к нашему центральному столбику. Захватываем вот таким вот образом столбик перед крючком и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть формируем опять вот такой вот объемный получается элемент, вот такие вот веерочки, как мы с вами провязывали во втором ряду. Поняли? Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся вот к нашим 5 столбикам, к центральному третьему столбику. Поняли? То есть мы повторяем полностью наш второй ряд, просто он у нас смещен в шахматном порядке. А так вы уже так вязали. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, потихонечку узорчик растет. Как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же мы будем провязывать пол веерочка, как и начинали ряд. Итак, 3 воздушные петельки, дальше 2 накида. Вот, помните, у нас были петельки подъема. Мы за петельки вот так вот беремся, вот таким вот образом. Захватываем и провязываем столбик, рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Так, теперь 1 накид и возвращаемся обратно, как бы в арочку. Помните, как мы провязывали? И провязываем столбик с накидом. И последний столбик с накидом мы провязываем в третью петельку подъема. 1, 2, 3. Беремся за петельку и столбик с накидом. Вот как бы пол веерочка таких вот наших объемных. Дальше воздушная петелька, поворот. Здесь шагаем по верхушкам наших столбиков, столбиками без накида. 1, 2, 3. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. И присоединяемся вот к нашему столбику без накида предыдущего ряда. Так, присоединяемся рельефным изнаночным. Данный ряд у нас будет изнаночный. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Смотрите, захватываем вот таким вот образом. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем аккуратненько ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2. Угу. Сохраняем рельефность. С этой стороны все столбики будут изнаночными. С этой стороны все будут лицевыми. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше веерочек из 5 столбиков. За верхушку каждого столбика провязываем столбик без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Понятно, да? Опять выравниваем, чтобы краешек был ровный. Дальше опять 2 воздушные петельки. И вот наш столбик без накида провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. Поняли, да? Все. Мы с вами уже так провязывали. Так? То есть вы уже знаете. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы выровняли краешек нашего узорчика. Да, это изнаночная сторона у нас. Закончили мы ряд 3 столбиками. Помните, у нас здесь был пол веерочка, да? 3 столбика. Вот 3 столбика без накида. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же за верхушку данного столбика провязываем столбик без накида. Дальше идут 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять вот за наш столбик мы будем провязывать вот точно такой же рельефный веерочек. 2 накида, захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Дальше опять то же самое. Первая арочка, столбик с накидом, верхушка самого столбика, столбик с накидом, вторая арочка, столбик с накидом, и заканчиваем веерочек рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Поняли, да? Все. Дальше будет только повторение. То есть сам по себе узорчик. Сейчас давайте закончим. 1, 2, 3 воздушные петельки. И присоединяемся к третьему столбику без накида. Столбиком без накида. Вот такая вот получается картина. То есть видите, мы с вами повторяем вот наши, получается, первые ряды. Угу. Сам по себе узорчик получается. Вначале вы делаете столбики. Готовитесь как бы, да, к веерочку. А потом сам веерочек. Потом опять столбики, готовитесь к веерочку, сам веерочек. 1, 2, 3, 4. Потом опять повторяете. 1, 2, 3, 4. Все. Вертикальный раппорт узорчика 4 ряда.
Но сам по себе узорчик 2 ряда. Несложно, несложно. Схемка перед вами. Давайте увеличим образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Эта сторона у нас лицевая, рельефные столбики с этой стороны все. Эта сторона у нас изнаночная, все ровненько, гладенько, но в то же время аккуратно, не стыдно показать. Узорчик получается односторонним, видите, симпатичный. И получается, когда вы будете планировать что-то вязать, то помните, да, он односторонний. Летние, получается, изделия, топики, маечки могут быть. Это может быть также палантин, пусть и односторонний. Это могут быть также и кофточки, и кардиганы. Не забывайте, что можно узорчик перевернуть, да. И у вас будут смотреть, получается, вот эти вот цветочки вниз, как вы их назовете. Цветочки, ромбочки, метелочки, ну, либо вверх. Вот такая вот интересная, необычная красота в вашу копилочку. Из моих ниточек вот так вот чуть-чуть тянется, вот так вот чуть-чуть тянется. Из ваших ниточек может тянуться больше, может меньше. Пробуйте, вяжите. Обязательно провяжите образец своей рукой, своей плотностью вязания, своим крючком, своей пряжей. Смотрите, если это моя рука, моя плотность вязания, да, моя пряжа, у меня получается вот 16 сантиметров. Это мы набирали 33 воздушные петельки. И тут получается по 2 рядочка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ну, получается, самый первый у нас наборный, да, 15. Конечно, узорчик быстро не растет. Он аккуратненький, нежный, воздушный. Вот, 10,5 сантиметров. Вот. Но оно того стоит. Обязательно попробуйте, свяжите. Очень необычный и очень оригинальный. Как вам? Если вы уже вязали что-то данным узорчиком, пишите нам, что вязали, из какой пряжи, что у вас получилось. Если не вязали, подбрасывайте в комментариях идейки, что можно связать. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.